Всем привет, с вами Фантазиус. В этом видео я вам покажу, как выглядит карта пустоши. Место, где происходят события франшизы Безумный Макс. События франшизы происходят в Австралии. В давние времена, еще до топливных войн, австралийцы преимущественно обитали на побережье, где было много лесов, пресной воды и климат был не слишком жарким. Центральные же регионы были в основном заняты пустынями и бесплодными плоскогорьями с каменистой почвой. Климат здесь был очень засушливый, а земля малопригодна для сельского хозяйства, поэтому людей здесь было мало. Во времена топливных войн правительство Австралии полностью контролировало лишь побережье. Австралийская же глубинка оставалась без присмотра сил правопорядка, поэтому сюда ринулись банды байкеров, беглые преступники и прочие отбросы общества. Постепенно территории бывших австралийских штатов Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Квинсленд стали называться пустошью. Пустошь уже в те времена стала пользоваться дурной славой. Когда правительство Австралии окончательно рухнуло, пустошь заполонили беженцы, бежавшие из охваченных голодом и насилием городов южного побережья. Их манили земли, пригодные для обработки, и животные, на которых можно было охотиться. Но более всего их манила вода и нефть. Пустошь граничит с огромным водоносным слоем под названием Большой Артезианский бассейн. Также на границе с ним есть разведанные запасы нефти и прочих полезных ископаемых. После ядерной войны в пустошь хлынул новый поток беженцев. Они окончательно сформировали карту пустынных земель. Ко времени событий фильма «Безумный Макс. Дорога ярости» карта пустоши выглядела примерно так. Сразу оговорюсь, это ни в коем случае не официальная карта. Она составлена на основе фанатской карты, моих догадок и предположений. Чтобы вам было легче ориентироваться, в правом верхнем углу находится рисунок компаса, обозначающий счастье света. Красной линией обозначен путь движения боевой фуры Фуриосы в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости». Ну что ж, а теперь давайте подробно разберем все объекты на карте. Далеко на севере находится последний приют. Так называется селение людей, которых спас Макс во второй части фильма. Некогда они жили далеко на востоке. Им принадлежал крошечный нефтеперерабатывающий завод. Их лидер Папагалло вместе с Максом помогли бежать людям с завода от банды лорда Хумунгуса. На далеком севере они основали новое селение, назвав его «Последний приют». Ближе к югу высится знаменитая цитадель. Она представляет собой три огромные отвесные скалы. Под ними находится гигантский водоносный слой, который является основой процветания цитадели. Чуть южнее цитадели стоит Гастаун. Гастаун представляет собой один большой нефтеперерабатывающий завод. Гастаун стоит на границе с бесплодными землями. В этой мрачной местности находятся развалины Мельбурна. Под международным аэропортом мегаполиса основали поселение Дикобразы. Свое поселение они называют «Затопленный город». На севере цитадель граничит со свинцовой фермой. Свинцовая ферма представляет собой огороженную железной стеной территорию, внутри которой находится сеть шахт и несколько производственных построек, где делают оружие. Центральную часть пустоши прорезает невысокая горная цепь, которая носит зловещее название «Хребет мертвецов». Она разделяет пустошь на две неравные части. Их соединяет узкий горный проход, который контролирует банда байкеров. Почти в самой середине пустоши располагаются зеленые земли. Когда-то они утопали в зелени, в них водились животные, а по рукотворным каналам текла чистая пресная вода. Ныне зеленые земли не оправдывают своего названия. Это болотистая местность с отравленной почвой, где живет жуткое племя ловцов-ворон. Почти вся восточная часть пустоши покрыта барханами песка, но и тут нашлось место людским поселениям. В тайном оазисе до сих пор обитает потерянное племя. А к северу-западу от оазиса, примерно в одном дне пути от него, стоит город Бартертаун. Доподлинно нельзя сказать, обитаем ли на сегодняшний день город. Думается, что он вряд ли отправился после бегства мастера, поэтому, скорее всего, город заброшен. На краю востока, где океан еще не отступил, высятся песчаные руины Сиднея.
Однако мегаполис не так мертв, как кажется. В нем обосновалась небольшая колония людей из потерянного племени. Они прилетели сюда на самолете. Позже к ним присоединились другие скитальцы. Они оборудовали себе дома в нескольких крепких небоскребах. Карлик Мастер сумел наладить электричество и построил установку для опреснения морской воды. Свое поселение они назвали «Новая Надежда». Вот такой получился экскурс в мир Безумного Макса. Если видео наберет хотя бы 100 лайков, я выпущу более развернутый обзор географических объектов пустоши. А у меня на этом все. Всем пока.